В одном из тихих районов Лимы, столицы Перу, стояла старинная, но уютная ветеринарная клиника, ставшая излюбленным местом встречи горожан со своими питомцами. В это утро в клинику зашла хозяйка большой, добродушной собаки по кличке Бона. Она привезла пса на плановую вакцинацию. Бона была культурной, спокойной и абсолютно привыкшей к процедурам, но не исключено, что в следующий момент ее ожидала небольшая нервозность, ведь уколы многие животные воспринимают как вмешательство в их зону комфорта. Вместе с этим в клинике находился кот по кличке Муни. У Муни была своя история. Хозяйка кота давно пыталась приучить его к рукам ветеринаров, к осмотрам, даже к мытью. Но кот был настолько испуган уколами, что при виде шприца зачастую терял сознание. Это не шутка. Он буквально отключался, и обычно приходилось отсрочивать процедуру, чтобы кот пришел в себя. Поэтому визиты Муни в клинику были всегда источником волнения как для него самого, так и для его владельцев. С утра в клинике царила спокойная суета. Ветеринары и ассистенты готовились к приему, очищали поверхности, стелили новые простыни на столы, готовили медикаменты. На ресепшене сидела приветливая девушка, которая на всякий случай уточнила у Боны хозяйки, нет ли у питомца аллергии или особых реакций. Все было безоблачно. Вакцина предназначалась для профилактики бешенства и некоторых распространенных заболеваний и давно проверена. Между тем Муни нервно сидел в одной из боксовых кабинок, изредка выглядывая наружу. Заметив, как хозяйка Боны и сам пес проходят мимо, кот прижался к стене. Его усы подрагивали, глаза округлились, ведь где, то там, за дверью, стоял шприц. Муни представлял себе холодный металл, иглу, каплю лекарства, и его сердце начинало колотиться. Он понимал, что его собственная вакцинация неизбежна, но понять это не равно пережить. И вот, хозяйка Боны вместе с песиком прошли в кабинет номер 3. Муни отчетливо увидел, как дверь за ними закрылась, как за ней захлопнулся замок, и как через стеклянный верх можно было увидеть основу действия. Ветеринар, чья улыбка обычно успокаивала животных, стал готовить шприц. Бона спокойно усела на столе. Ветеринары легким движением подняли ей лапу, отвлекли лакомством, и все выглядело очень мирно. Но Муни оказался не просто котенком, он обладал душой настоящего рыцаря, хоть и маленького. Он подумал, если это больно, Боне, я должен помочь. Конечно, помощь была слишком поспешной, и по существу бесполезной вакцинация не причиняет вреда. Но в этот же момент для Муни все выглядело иначе. Он вспомнил рассказы хозяев о том, как несправедливо шприцы вводят лекарства без согласия. И вот, преодолев внутреннее сопротивление, он высунулся из-за угла, робко подошел к двери. На миг его лапы дрогнули. Страх. Но он видел пса, и это было сильнее. Он решился, осторожно приоткрыл дверь, за которой залита ярким блеском искусственного света, и заглянул внутрь. Он еще видел, как Бона смотрела ему вслед, как ветеринарка потянулась к шприцу, и вдруг кот, собрав все остатки мужества, бросился вперед. Ветеринар, молодой человек, не успевший подстраховаться, отодвинулся, но кот успел впиться когтями в штаны у самого бедра доктора. Легкая паника, скрип металл, награлизованные иглы, драные брюки. Пес от рефлекса подпрыгнул, а ветеринар осторожно удерживал кота, чтобы не задеть иглой, вытащил ветеринарную кассету с вакциной. Все это длится лишь несколько секунд. Но для каждого присутствующего в кабинете это было ощущение взрыва. Затем кот понял, что натворил. Он быстро отскочил, стол дрогнул, пес испустил тихий вздох,
Ветеринарам пришлось успокоить всех, и кот скрылся за дверью, зажав между лапами собственный хвост. Его спина чуть выгнулась, усы опустились, он испытывал такую смесь гордости и ужаса, что одной эмоцией не выразишь. Минуты тянулись, ветеринар вместе с ассистентом успокоили собаку, проверили, все ли с ней в порядке, и действительно, никаких побочных эффектов. Пес лизнул ветеринара и положил голову на стол. Муни неподвижно сидел в углу коридора, охваченный переживаниями. Один из ассистентов вышел за котом, тихо, без резких движений, чтобы не снова перепугать. Он приподнял Муни на руки и положил ему на подстилку. Предложил легкий перекус. Кот отозвался на еду, но с ощутимым изящным недоверием, потому что этот маленький герой точно понимал, что совершил. Тем временем владелец пса попросил разрешения увидеть кадры, снятые камерами клиники. Ветеринар с удовольствием согласился, ведь забавный котенок врывается в серьезную процедуру и чуть не спасает. Пса эта история точно заслуживала внимания. Кадрами поделились в социальных сетях клиники под хэштегом «Кот-герой Лимы». Вскоре они набрали тысячи лайков, репостов, комментариев. «Какой смелый кот! Даже когда сам боится, — пишет один, — он попытался защитить другого. Сердце кота просто огромно, — пишет другой. Удивительно, что он вообще мог, несмотря на свой страх, сорваться с места. Наконец». Местные журналисты тоже заинтересовались этим анонимным героем Лимы. Была опубликована короткая заметка в местной газете, сопровождаемая кадрами. Комментарии из соцсетей активно процитировали. Интернет всколыхнулся, маленький хвостатый защитник вызвал массу эмоций. А Муни, после всего этого, он превратился в настоящую звезду клиники. Если раньше в камеру можно было зайти только под утешительными голосами ветеринаров, то теперь кот присоединялся к мини-разговору. Ему предлагали угощения, ласково гладили за ушком, да и камера всегда направляла объектив в его сторону. Страх уколов остался, но появилась новая реакция. При виде шприца он с подозрением смотрел, но не сразу терял сознание. А позже, когда процедура проходила по особому протоколу с легкой музыкой, лакомства и любовью, кот постепенно стал выдерживать все спокойнее. Психолог ветеринарной клиники составила для него комнату для терапии. Музыка, ароматика, теплый плед и поглаживание. Так история, начавшаяся с глупого страха и неудачной попытки спасения, обернулась важным этапом в жизни Муни и его хозяев. Кот научился чуть больше доверять врачам, а особенно себе он доказал, что страх можно преодолеть. Даже если просто выглянешь и попытаешься защитить друга. Эта история стала символом того, как любовь и сочувствие даже в самых необычных комбинациях могут исцелять. Ведь даже тот, кто сам боится, может совершить подвиг, и этот просторный, уютный кабинет в центре Лимы стал местом маленького чуда. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!